Меня зовут Снежана. Я являюсь бренд-амбассадором. Работаю здесь 16,5 лет. Ну, собственно, столкнулась с основанием с 2000 года, можно сказать, такие вот уже с истоков. Что хотелось рассказать вам, ну, собственно, начать с фильма «Приключения есть итальянцы в России», а в нашем случае «Приключения швейцарца в России», а именно основателя винодельческого дома Бюрнье, Рено Бюрнье. Все прекрасно, ну, возможно, кто-то уже почитал, да, кое-какую информацию для себя в сетях, да, какое-то представление имеет. Но я вам сегодня расскажу то, чего вы нигде не прочтете. Ну, собственно, этим у нас и, как говорится, такой вот отличный формат ведения экскурсии. Максимально домашняя история. Рено Бюрнье связывает с Россией не только его супруга Марина, русская, с которой они познакомились в свое время на ВДНХ, да, и завелась такая вот дружба, да, которая переросла далее в любовь, потом уже в единый, да, проект, который вот сегодня мы с вами можем лицезреть, но и непосредственно его связывают с Россией кровные, да, какие-то свои нити. А именно, представляете, его бабушка была гувернанткой в семье Романовых. И когда была революция, члены семьи мигрировали по странам Европы, она таким образом оказалась в Цюрихе, где познакомилась с дедушкой Рено. И даже учась в высшей школе энологии Чангин, Швейцария, Рено, преподаватель пожилой, рассказывал про Краснодарский край, про прекрасный климат, про хорошую качественную почву, где можно вырастить качественный виноград, соответственно, получить качественное вино. Также, вот, знаете, вот это вот на протяжении всей жизни, ага, Россия, Швейцария, Россия, Швейцария. Прям супер цели, да, приехать в Россию, сделать, жить и сделать здесь какой-то бизнес не было. Но на все, как говорится, воля судьбы. Вот так сложилась судьба. А именно в 98 году, когда праздновалось в российском посольстве в Швейцарии 200-летие перехода Суворова через Альпы, они очень чтят нашего русского полководца. И Рено случайно знакомится с небольшой группой альпинистов, где затиснулись два молодых краснодарских винодела. Еще раз, да, вот сделаю акцент, 98 год. Кто помнит, тот помнит, да, те года, когда, дай бог, чтобы у нас на завтрашний день, да, было что покушать и как-то выжить. Ну, такие вот перестроечные, переходящие моменты. Плюс ко всему, после перестройки, что у нас с сельским хозяйством творилось? Разруха. Распад совхозов, выкорчевка виноградников. Станица Натухаевская только в СССР, да, до перестройки, вот, до всех этих моментов распадочных, принадлежало 860 гектар виноградников. Представляете? Сколько всего вот это все, не постесняясь этого слова, похерилось и вырубилось. Сколько людей осталось без работы. Целые династии работали. У меня мой дедушка работал, потом сын. Его семья Бюрнье занимается виноделием более 400 лет. Представляете, в 4-м поколении винодел, энолог. В Швейцарии у него также винодельня, потом сын, да, семейная винодельня. И он уже на генном уровне попробовал ягоду, в голове проработал, как поработать, да, вот технологические операции, вот, как поработать с вином. И что в итоге будет в бокале, понимаете? Он уже понял для себя, что это будет великолепно, вот именно достояние России, собственно, чем и является, да, у нас сейчас Красностоп, тем и достоянием, собственно, России. И вот 2000 год был конкретно полностью посвящен подбору оптимального участка. Вы знаете, опять же, вернусь в эхо 90-х, была куча земель, это Темрюк, Тамань, Напский район, Гайкадзор, да, ну, собственно, все южное побережье, где можно было спокойно купить землю, взять, но были куча проблем с документами, если кто помнит, паи раньше, да, были, давали паи, где-то коррупционная история, она тогда цвела и пахла на тот момент, кто успел, того и тапки был. И где-то какие-то преграды были, где-то рельефность не понравилась, где-то состав почвы не такой. И вот он в суете, уже разочарованный почти, едет с Анапы в Краснодар, в аэропорт Пашковский, и ребята говорят: о, а мы едем, говорят, мимо Натухаевской, у нас есть прекрасный участок на показ, посмотреть, давай заедем, посмотрим. Да, нет, вообще развернулись и поехали дальше. Его везут здесь по аллее, по Тополиной, по которой вы все сегодня ехали.
И он смеется и говорит: вы, наверное, знали, что я сегодня приеду, и за ночь посадили тополя. А ребята наши говорят местные: нет, это, говорит, любимые, во-первых, деревья Сталина, да, кто помнит, читал историю. Плюс это посадки 1974 года. Ну, у нас, собственно, в регионах это нормальная история, разделять поля зелеными насаждениями. Во-первых, это противопожарная, да, безопасность, плюс противовирусная, вот эти все заболевания, ну, минимизировать, чтобы успеть обрабатывать по этапности поля. Вот. А говорит, а у нас в Европе всегда в конце зеленой аллеи какой-нибудь старинный шато, домен, что-то такое вот интересное. Но приехав сюда и высадившись буквально на стоянке, где мы сегодня с вами встречались, здесь не было от слова совсем ничего. С 94 года заброшенное поле, заросшее, ну вот буквально вот у нас пятачок остался. Это такие вот кустарное насаждение: шиповник, скампия, боярышник, дубы молодые, ну вот так было. Но его поразил вот этот прекрасный юго-западный склон, в конце которого упирается в Сенецкий хребет. И он побежал, как ребенок, спускается со слезами на глаза, говорит: так похоже, как у меня Швейцария. А Швейцария это что? Горы, 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 ну, террасные посадки, вот такая история. Плюс логично все заброшено, для него это было большим плюсом. Он понимал, что здесь ничего не сажали, соответственно, не применяли химию. А если кто помнит, да, СССРовская химия была, которую обрабатывали, ого-го, не зря говорили, да, выдавали молоко за вредность трактористам, которые вели обработки по полям. Вот, и Рено остановился здесь. Плюс к тому прекрасный теруар. Мы внутри станицы в глубине, вокруг с 3 сторон окружены лесом. За Сенецким хребтом заповедник Красная Горка, который говорит о том, что особо-особо ценная земля. Ну, в априори ничего там строить не будет. Никаких фабрик, никаких производств, трассы. Во-первых, это гравитационного типа винодельня. На тот момент такая одна из первых гравитационных винодельн в Краснодарском крае. Это приступили мы ее строить в 2008 году. В 2012 мы сдали. Плюс она энергосберегающая. У нас здесь все рассчитано, вплоть до того, да, опирались на то, где восход солнца, да, где в обед замирает солнце, и туда оно садится, и с той стороны она прикрыта землей. Частично интегрирована в скалу. Мы с вами стоим как раз под нами бочкохранилище, где у нас созревают вина, выдерживаются в французских барриках. Опять же, что такое гравитация? Да, это минимизировать механическое вмешательство в технологический процесс. Но если копнуть исторически, 100% гравитации, собственно, никогда не было. Это надо было, знаете, 2 этажа вверх и 5 этажей вниз. Это не понятно. С ведрами никто вино таскать не будет. Но минимизировать это 3-этажная история. То есть винодельня стоит посередине виноградника в 47 гектар. Во время оптимальной зрелости, когда оптимальная зрелость достигает ягодки, мы начинаем сбор урожая. И поэтапно здесь сюда привозим. Выставляем оборудование. Ну, сейчас мы можем лицезреть это воронку, куда засыпается виноград, далее подставляется сортировочный стол. Во время работы вибрирует, да, и бубочки подпрыгивают. Естественная среда. Здесь постоянная температура, влажность. Ну, понятно, когда время года, там плюс-минус 2-3 градуса прыгает, не без этого. Это бочкохранилище вмещает в себя до 400 бочек, барриков французских. Ну, сейчас здесь около 200, так как у меня уже пенсионеры на пенсию вышли, мы с вами снова видели. Чуть-чуть проблематично стало, да, купить новые французские бочки. Ну, как говорится, что не покупается за деньги, покупается за большие деньги. Мы буквально свернули горы, да, чтобы потихоньку приобретать. И вот буквально в 2024 году около 30 новых барриков мы получили. И поэтапно будем докупать. Здесь мы выдерживаем такие вина, как Каперне Савиньон 18 месяцев, Сирас Пирави Красностоп 36 месяцев. Также, ввиду того, что мы запустили ребрейдинг в сентябре 2024 года, да, мы хотим попробовать, ну, собственно, не попробовать, мы это уже делаем, классическую линейку, да, в процентном соотношении, там 10-30% в зависимости от сорта. Будем также, как белый, красный, выдерживать тоже в барриках, кратковременной выдержки.
Что хочется здесь максимально такого добавить? Все слышали, да, и такую фразу «доля ангела». Слышали? Что в бочке вино испаряется намного быстрее, чем в нейтральной емкости. Ну, логично, да, это такой природный материал, который имеет в себе поры, который дышит соответственно, что придает винам такую экстрактивность, насыщенность, такую гладкость более. Ну и плюс ко всему здесь прибегаем более часто доливки. Большая часть все привезены из Швейцарии. Рено их там приобретал, производство Франция. Прекрасная толщина стали. Всегда поражает, я говорю, настолько мы корабли, да, первые в космос отправили, а емкостей, простейших роторных насосов, ну, еще, к сожалению, не научились. Единственное, к счастью, вот у меня были в марте месяце ребята из Калининграда. Они взяли у оборонки 2 цеха и говорят, мы будем запускать производство конкретно вот таких нержавеющих стали и емкостей для российских виноделов. Но это уже радует, да, все-таки потихоньку мы перейдем на импортозамещение. К сожалению, коркового дерева у нас не растет, чтобы пробки делать. Многие говорят, а вот вы знаете в Сочи. Ну, я говорю, ребята, вы видели это пробку, которая в Сочи? Это совсем другая история. Все делают, тут не важно, кто-то там замгендиректора, там начальник, все работаем, все вместе. Опять же, небольшая линия. За рабочую смену можно разлить 5000 бутылок. Собственно, мы составляем свой график работы так, чтобы, да, понятно, тут в обморок никто не падает, никого тут не выносит. Но настолько сплоченный, уже сработанный коллектив, знаете, все бывает, и форс-мажорные какие-то обстоятельства. Но когда вот эта передача мысли на расстояние, просто рассказываю, я стою наверху, мы докачиваем емкость. И надо было на кран, а нас 2, потому что остальные все заняты. И я вот вижу, там докачиваться, до горловины доходит, надо вот вовремя крикнуть стоп, и сразу же закрыть кран, чтобы обратно не дало. Не успеваешь, все, тебе прям в лицо такой фонтан дают вина, представляете? А когда ты блондинка, у тебя сразу мелирование бордовое по всем волосам, да, и попробуй еще потом отмойся, танины красят же. Я стою, поворачиваюсь, только начинать орать, он уже бежит, клац и закрывает этот кран, тормозит насос. Я к тому, что, да, вот передача мысли на расстояние, что уже интуитивно все чувствуют, понимают, кто что должен сделать. Было и падали с лестницы, ну, это было 1 раз, но, слава богу, все. Там наше оборудование было, наша много, и, собственно, мы раздавали там прямо на было написано, что там на Бюрнье, станица Надухаевская, где-то там на регионах, значит, так же было грамм высот. И в 2012 году, когда уже все здесь получили лицензию, перевезли свои емкости, свои виноматериалы, оборудование, все. Ну и тут Рено собрал команду. Это бы ребята, не все были вообще специалистами, да, имели специальное образование. Я юрист, например, да, толком меня не работаешь по своей специальности. Ну так вот судьба сложилась, что с Буренье всю дорогу как-то вот у нас какие-то работы связаны. И Марина Сарухова построили винодельню, я так сейчас пришла, говорит, ну давайте с нами, оставайтесь с нами, будем работать. Я говорю, да я же не ходила, у меня нет специально ничего, говорит, главное, чтобы вот этот был огонь, это вот болезнь, вот это, ну, чувство, что ты находишься в своей команде, в своей тарелке. И так потихоньку мы учились. И когда нас Рено учил, как работать, представьте, это было не сразу, да, там начали там переключать там насосы, там кнопочки нажимать, сами подключать. А именно с того, что мы начали инвентарь, как правильно мыть инвентарь, оборудование, все. Если раньше на старых производителях нужно было там сполоснуть, да, швырнуть, подъемкость эти пудра и все остальное, а тут нет. Тут надо палет поставить, тут надо специально стеллажи подумать, сделать, ну как бы все это правильно, грамотно, да, продумать, чтобы не делать 25